Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео расскажу о программах, которые буду использовать для создания мультсериала. Но перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Создать мультсериал – это дело нелегкое. Для этого нужно мощный компьютер, много различных навыков, такие как написание сценария, риггинг, скиннинг, анимация, моделирование, режиссура, операторство и многое другое. Для каждого этапа постараюсь сделать отдельное видео. Напишите в комментариях, если это нужно. Но сейчас поговорим о программах. Будем считать, что мультсериал будет в 3D графике. Первая программа – это будет Blender. Это профессиональное, свободное и открытое программное обеспечение для создания трехмерной графики. Конечно, можно использовать и другие программы, как Cinema 4D, Houdini, Maya, 3D Max. Главное преимущество Blender – это то, что он бесплатный. С каждым обновлением в Blender появляются все интересные возможности, которых нет в других программах. С этой программой разобрались. Уроки по ней еще будут на моем канале. Перейдем к следующей программе. Это Substance Painter. Если вы давно подписаны на мой канал, то знаете, что это программа для текстурирования 3D моделей. Можно текстурировать в Blender, но я считаю, что Substance универсальная программа для рисования на модели, и можно делать экспорт текстуры на разные движки. Программа не такая дорогая, это как покупка одной игры. Так как программа стала частью Adobe, можно взять и подписку Adobe, но это уже будет бить по карману. Тоже можно выбрать для бесплатного монтажа. Есть хорошая программа, это DaVinci Resolve. В платной версии больше фишек, но и бесплатная хорошо справляется с некоторыми задачами. Для композитинга и работы с XR файлами, изображениями подходит и бесплатная версия DaVinci Fusion. Да, вы можете использовать After Effects или еще профессиональный Nuke, но для создания собственных проектов лучше использовать лицензионный софт. Если у вас нет бюджета, здесь хорошо подходит DaVinci. Какую же программу для обработки звука лучше использовать? Конечно, здесь лучше подходит Adobe Audition, но есть и бесплатная программа по обработке звука, это Audacity. В этой программе есть множество различных функций. В ней я обрабатываю данную аудиодорожку. Как же без сопровождения музыки в мультфильме? Для создания музыки это, конечно, программа FL Studio. Это профессиональная программа для создания музыки. Можно, конечно, использовать программу полегче, это Magix Music Maker, она тоже для создания музыки, и у нее есть официальная бесплатная версия. Вернемся в 3D графику. Я еще не работал с симуляцией ткани и одежды в Blender, но для такой симуляции подходит Marvelous Designer. Это программа для создания одежды, а также их симуляции. Анимация персонажей с динамичной одеждой будет гораздо лучше смотреться, чем статичная. Кто работал с динамикой ткани в Blender, напишите в комментариях, нормально ли там все работает. Давайте подведу небольшой итог. Для создания мультфильма можно найти бесплатные лицензионные программы, ну или не такие дорогие. Как и говорил, лучше использовать лицензию. Для создания мультфильма нужно потратить много времени и сил, чтобы изучить все эти программы и набраться опыта. Мне еще много о чем хочется с вами поговорить и рассказать, мои дорогие подписчики. Если вам интересно, я могу публиковать видео, на каком этапе разработки мультфильма я работаю. Этот ролик получился маленьким, но надеюсь полезным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал. До новых видео. Всем пока.